Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о политике, методы прогнозного управления. И по задачам политической партии «Друг» я показываю управление по конкретным методам, которые позволяют прогностически осуществлять управление. То есть в данном случае речь идет о том, что вы фактически ставите управление таким образом, что видите структуру будущих событий с точки зрения визуализации конкретных событий. И при этом необходимо рассматривать следующую систему управления, что вам необходимо, кроме визуализации, одновременно вводить коррекцию. Поэтому в данных методах необходимо рассматривать все-таки оптическое в большей степени выражение. В первую очередь, если оптическое выражение по каким-то уровням управления следует отложить, тогда идет прямая методология управления, связанная конкретно с детализацией, в общем-то, собственно, так скажем, того, что прописано в методе. Например, это, предположим, управление цифровым рядом, управление цветом, управление звуком, управление формой или управление словом. Поэтому здесь необходимо рассматривать весь спектр управления, разделенный на два уровня. Первое – это в момент применения метода вы стараетесь увидеть события и повлиять путем взаимодействия оптических систем, то есть уровень прямого видения. И второе, если вы считаете, что это делать не нужно или это требует времени, тогда просто, например, применяет цифровой ряд. Сам ряд или, например, цвет и так далее – это те системы, которые приводят к реализации управления сразу. Поэтому если, например, там управление идет и так далее, например, там звуком, формой и словом, то тогда получается, что здесь в момент применения технологии происходит управление с точки зрения нормирования. И в связи с этим здесь необходимо отметить, что так как данные методы должны быть познаваемы очень просто, надо уметь их объяснять тоже достаточно просто следующим членам партии «Друг», например, вообще говоря, всем, кто хочет пользоваться именно прогнозно управляемым уровнем действия, так скажем. Поэтому метод управления с помощью цифр, он следующий. С левой стороны, от левого плеча в бесконечность перед вами, вы ставите цифровой ряд, который медленно движется в сторону от вас. Как бы его тянут за ниточку от вас. И цифры идут следующие. Это 1, 2, 7, 9, 3, 1. Здесь возникает солнечный такой свет. Затем 9, 1, 7. И довели до серебристого света, зафиксировали ситуацию. То есть ряд вытянулся в сторону от вас со стороны левого плеча и зафиксировался в бесконечной точке. Числом 1. То есть фактически это выглядит так. Вот единица, и все движется туда, в сторону горизонта, так скажем, управления. В данной технологии в большей степени будет указываться горизонт управления в сторону будущего, то есть перед вами. Затем ставите ряд с правой стороны, с стороны правого плеча. При этом движение начинается из точки, где вы зафиксировали число 1, в бесконечной точке, и одновременно от правого плеча. Надо иметь в виду, что существует сходимость рядов, то есть один ряд, который начинает движением от точки из числа 1, и второй он движется навстречу первому ряду. То есть два одинаковых ряда фактически. Следующий ряд. 9, 7, 2, 8. Здесь нужно уловить, чтобы они двигались навстречу друг другу. Дальше продолжаю ряд. 9, 7, 1, 7. Вот контур замкнулся. На семерке они сошлись, в одной точке. Два одинаковых ряда. И дальше получается конец ряда, он попал в начало. 7 же в конце было. И как только мы получили вариант, который подобный восьмерке, мы замкнули в общем-то сферу управления. Зафиксировали, теперь мы можем в управляющем контексте видеть, что будущее событие, вообще говоря, сбалансировано уже этим действием.
Вот мы с двумя рядами сбалансировали. Надо учитывать, что данный ряд прикладной, он в большей степени направлен на выполнение программы партии «Друг». Но так как программа общечеловеческая в целом, то можно в этой по структуре выделить свою систему управления. То есть, в частности, например, там вечное развитие, вечная жизнь, но в частном случае вы можете увидеть свою структуру личную, что делать там, да, в подструктуре. Поэтому это прикладной аспект, здесь нужно все-таки не забывать, периодически вспоминать, что в данном случае речь идет о выполнении программы партии «Друг». Это чисто политическое, в общем-то, действие. Да? Поэтому здесь в рамках политики просто мы говорим именно о вечной жизни. И вот учение в области политики обладает свойством детализации, свойством, так скажем, достаточно строгих форм на информацию и локализации. То есть оно находится, в принципе, так скажем, в управлении в одном месте, в локальном. Если даже в области мышления, это тоже локальное конкретное место. Политическая область часто очень четко очерчена контурами управления, не как, например, там просто всеобщее управление. Можно, например, одну задачу делать на уровне фундаментальных законов во всеобщем плане, а можно сделать на уровне подструктуры, подзадач политической программы. В принципе, результат тот же самый. Разница только в том, что в политической программе участвует конкретная группа лиц, которая расширяется, и конкретно они прописаны в виде слов, эти задачи. Поэтому вот периодически посматривайте на программу хотя бы на уровне информации. Если они где-то программные системы расширяются, то тогда получается желательно таким образом делать управление, чтобы отсматривать, где нужно на программном уровне помочь. И визуализация, вот вы сделали два управляющих уровня. То есть фактически речь о том, что вы оказываетесь на какое-то время на уровне элемента сознания в структуре будущих событий. Здесь будьте повнимательны, осмотрите на точку как бы закрепления событий и работайте все время из настоящего времени. То есть все время нужно работать из настоящего. То есть работа с будущим элементом сознания такова, что вы периодически фиксируетесь в текущем времени. Ну, фиксировать в текущем времени очень просто. Нужно просто-навсего обратить внимание на внешнюю информацию вокруг человека. Например, есть такой принцип, как определение потока времени. Да? То есть, что в информации значит время сейчас. Обратить на это внимание и зафиксироваться в управлении. Вот и все. То есть, можно сделать элементарный прием, посмотреть время на часах, перевести в универсальный числовой ряд, а универсальный числовой ряд текущего времени он следующий. И ставится он вертикально. Если вот смотреть на него можно как бы двояко, можно снизу вверх, можно там сверху вниз, но в большем количестве случаев он ставится сверху вниз, возле левого плеча в основном. Если справа, то он дальше ставится, геометрически дальше от тела. Ряд один и тот же. Фиксация текущего времени. 1, 9, 7, 9, 8, 9, 4, 1. Ряд фактически как бы аппроксимируется, то есть заменяется тремя числами часто 1, 9, 7, которые вертикально ставятся возле тела просто мысленно. То есть это фиксация текущего времени, потому что искать время в пространстве, если хорошая прогностическая возможность, проще, да, вы оказываетесь в информации текущего времени. Работа с информацией будущего – это в том числе механистический переход в текущее время. Потому что если долго оставаться в структуре управления будущими событиями, то получается, что события текущего времени как бы проходят быстрее по времени. То есть идет сокращение спектра текущего, как вас как бы несет на высокую скорость, да, в текущее время. Поэтому это может быть, например, там неудобно, хотя это может быть на любителя, конечно, как работает восприятие, но все-таки всегда нужно находиться, я считаю, в текущем времени как основное количество людей, находящихся в коллективном уровне управления. Потому что если они учатся уже быстро переходить в системы, например, какое-то количество, несколько миллионов, потом миллиардов человек уже могут работать одновременно, да, в двуполюсовой системе, например, текущее, будущее, тогда проще. Тогда не надо делать смен. Пока основное количество людей больше реагирует на текущее время, соответственно, мы должны держать управление в текущем времени. Вот, то есть задача держать управление в текущем времени, это специальная задача, как правило, это выравнивается буквально в миллисекунды. То есть вы делаете управление ненадолго, и вы оказываетесь уже в управлении в текущем времени. И уже отсюда
можно, хотя можно и из будущего времени, но лучше из текущего времени уже отсматривать события. То есть построили два ряда, зафиксировали точку, вот перед вами раскрылась оптика, и эта оптика означает конкретные события. Постарайтесь их понять, по контурам изучить, выбрать на визуализации, то есть если перед вами встречается какой-то человек, то вы должны, соответственно, понять, значит, кто, да, черты лица, биография, если нужно, например, если он представляет какую-то проблему для общества, причинно-следственные связи, его будущее, его прошлое и так далее. То есть посмотреть, почему у вас возник на пути этот человек, информации будущего. И, кстати, чтобы замкнуть информацию на, предположим, сутки вперед, в данной системе управления, нужно использовать следующий ряд, который позволяет детектировать время, когда произойдет событие при необходимых условиях. Но учитывая, что событие нужно, чтобы было желательно более как бы равномерно распределенное по дню, потому что тогда проще управлять, да, если вдруг негативная система, то вот здесь нужно иметь в виду, что детекция события должна быть такой. Если вы привязали ко времени события, все-таки вы в большей степени выступаете как управленец, именно создающий информацию, как делает Бог. Он же создает изначально события в том времени. Поэтому считать, что все жестко, однозначно не нужно, это будет сковывать рамки управления. Поэтому мы считаем, что привязываемся на события, предположим, сутки, но фиксируем время наиболее удобное для нас. То есть двигаем события, если нужно. И здесь получается, что уровень управления следующий. Чтобы ряд означал и детекцию, и, например, означал сутки, мы к точке, которая является точкой, соединения управляющих рядов, первых двух, которые уже вышли в управляющую сферу фактически, то есть идет свечение как от сферы, мы здесь должны фактически просто-навсего продиктовать следующий ряд, идущий дальше от этой точки, и все это будет сутки. Сутки означает в цифровом управлении следующее. 1, 9, 7, 7, 7, 9, 8, 1. Вот сутки уже замкнулись. То есть это следующие сутки единицы. И если мы хотим определить время, надо брать 9 и 7, два числа, понижать над уровнем ряда и смотреть просто буквально на часах, на циферблат смотреть, какое время. Научитесь смотреть. Проще на циферблате время смотреть, чем... Хотя, можно по-другому, но нежели другим смыслом лучше видеть, как на циферблате все-таки время. Есть еще метод детекции времени через духовную структуру. Дух, имеющий бесконечное управление, всегда точно понимает время. То есть вам тогда не надо детектировать часы, но вы понимаете, что это происходит в какой-то период. Понимание происходит мгновенно, тоже можно духовным сканированием пройтись по ряду и определить временные интервалы, где происходит событие. Дальше вы уже в подструктуру события входите и начинаете управлять визуально образами, находясь сверху. Над событием можно находиться, внутри, в клеточном уровне, где угодно. События, так как у вас есть время, таково, что вы можете управлять так, как вы захотите, и при наличии времени, если ваша политическая задача такова, что вы считаете, что события должны быть реализованы так, или, например, как-то может быть иначе, то здесь получается, что соединение идет даже на уровне управляющих чисел, там идет соединение такого типа. Если слова, то может быть соединение на уровне словесных фаз. Чтобы прочитать, предположим, слово в будущем, с газеты, предположим, нужно знать, что происходит соединение на уровне иногда замены слова на сходное по звучанию. Потому что вы воспринимаете, переводите на звуковую форму, а перевести мысль на звуковую форму, там происходит, в общем-то, некий уровень трансформации звука. Поэтому лучше не переводить на звучание, лучше смотреть. То есть читать, не прочитывая мысленно. Вот, наверное, вы можете читать газету, но можете не повторять слова мысли. Поэтому в будущем при цифровых системах нужно смотреть просто, потому что идет за счет высоких скоростей, идет слепание. Ведь информация будущего, она многослойная, то есть на одну точку попадает несколько версий событий. Поэтому одна буква, может быть, как тип сжатой газеты, да? Она может быть как сжатая газета. Чтобы ее расправить, надо не повторять. То есть просто смотреть и идти с ней с одной скоростью. Вот едет корабль, надо с ней
на одной скоростью рядом двигаться, чтобы прочесть, чтобы он никуда-то не уехал и не сместил буквы, да, с восприятия. Вот, в принципе, здесь принцип очень простой, достаточно доступный. Понятно, почему-то в будущем время движется несколько быстрее текущего. Будущее все время же движется как бы несколько быстрее, да, с точки зрения текущего времени. Поэтому нам приходится там успевать на уровне действия. Следующий метод – это управление цветом. Для того, чтобы управлять цветом, то есть прогнозное управление в цвете, где вы за счет цвета фактически, например, решая задачи на политической партии «Друг», делаете, например, там, структуру частной задачи, свои частные события, необходимо, чтобы цвет шел от вас. Первая задача, вы должны понимать, что идущий цвет к вам – это цвет, идущий от вашего, например, там, образа, от вашего мышления. Вот цвет, с одной стороны, вы должны на очень высокой скорости выдвинуть свою задачу управления от себя. В данном случае ведь обратите внимание, что все поставлено больше на структуру опознания будущих событий. А задача управления, она как бы естественна. То есть вы ее знаете, помните, ваше физическое тело понимает, о чем речь. То есть задача управления исходит из физического тела. Что это значит? То, что вы, промыслив один раз управление, не обязательно вспоминать. Тело обладает памятью, естественно. И вот эта память, она имеет излучение определенное. Поэтому мы говорим, что мы больше контролируем ситуацию впереди, нежели как бы вспоминаем цель. Цель – это вы сами, вы в будущем фактически, в реализации вашего будущего. Поэтому получается, что вам нужно, чтобы ваш собственный цвет, да, и свет, он не изменялся с точки зрения отдельных задач. Поэтому на более отдаленном, с точки зрения вечного развития, цвет, который идет из бесконечного будущего, должен быть таким же, как идет из текущего времени. Вот здесь обратите внимание, цвет, идущий из промежуточного действия, он в принципе не принципиальный, хотя он должен быть именно вашим. Отслеживайте область свечения, что это ваш цвет, вы же должны в будущем себя видеть. И вы должны увидеть тогда свое, например, там, физическое тело, но для этого вы же должны как-то приблизиться в информацию. То есть получить первичное свечение, что вы находитесь именно в этом месте, да, например, геометрическом месте. Следовательно, получается, цвет и свет, идущий от вас, он достаточно как бы такой должен быть яркий, быстрый, простой и означать ваше естественное состояние. То есть свободное лучше, если состояние настолько естественное, что там есть решение вопроса. Вспомните, когда у вас когда-либо было решение подобного или там вообще просто вопрос. И старайтесь найти это состояние на уровне логики мышления. Ну, войти в знакомое состояние. Ведь знакомое состояние – это есть решение. Ведь, в принципе, в прошлом это у вас раз было по любой задаче, то достаточно нам держать это управление фактически. Например, там, как пловец плывет с чем-то в руке, он зажал и плывет. Вот что-то вы держите в руке в виде состояния и начинаете двигаться в информации. Значит, первый уровень управления цветом. Вы начинаете, рассмотрев в цветообразе задачи партии «Друг», там, например, там 10 пунктов программы в серебристом цвете в виде некого фронта сжатого цвета и света, вы, значит, рассматривая серебристый цвет, начинаете уже решать свои собственные задачи, а это, как правило, в первом уровне доступа, универсальный принцип доступа цветом в будущее – это фиолетовый цвет, резко переходящий в синие и серебристые оттенки. Конкретно совершенно. То есть, чтобы попасть в будущее, достаточно просто фиолетовый цвет, чтобы мы видели, что мы работаем с информацией бесконечного фактора управления, нам нужно золотой, практически такой ярко-солнечный свет, чтобы светил на этот фиолетовый. То есть там все очень жестко ограничено. Вот фронт, например, плоскость, которая параллельна телу, это фиолетовый цвет, который переходит в белый. Свечение – это горизонтальный цвет. Вот это солнечное свечение. И солнечный цвет, соприкасаясь с фазой фиолетового цвета, показывает, где происходит ваше событие в будущем. Причем то, на которое нужно обратить внимание, возможно, на сверхскорости даже. То есть имеется в виду, что здесь вы сделаете управление, вам хватит там, на следующие 20, да, или там, 30 лет, или же вам нужно сейчас сместить. Нужно точно понять, что из себя означает каждое конкретное событие. И вот этот ракурс цветов, заход в будущее события и потом аналитика из будущего прошлых систем позволяет взять, в принципе, любую информацию
из прошлых событий любого объекта информации, если объект не созидателен. Вот если объект кому-то угрожает, с него можно снять любую информацию. Начиная с детализации, причин, следствий и так далее, абсолютно все. Вплоть до мышления, разбора слов, звуков, мыслей любых, которые он имел когда-либо. Значит, поэтому имеется в виду, что здесь мы должны обязательно рассматривать вот эту вот отраженную фактически систему в будущем. То есть мы попали в объект, да? Опять я повторяюсь, просто плоскость фиолетового цвета, переходящая в серебристо-белый. Идет свечение из бесконечной фазы, как лучик отражается на фиолетовой уже больше белой плоскости. И это отражение означает событие. Дальше мы идем в подструктуру. Что вокруг события? Например, человек какой-то проходит мимо на тротуаре. Почему мы обратили на него внимание? В данном случае обращение внимания это есть действие. Мы для чего-то обратили внимание. И там уже идет больше белый цвет. Дальше уже мы смотрим весь спектр этого лица. То есть это можно понять в виде моментального, ну как фотоснимок, да, все понятно. Ясно, что при всем уровне следующих событий он не представит проблем ни вам, ни кому. Вот в том случае была какая-то задача, возможно, негативная, она трансформировалась, он занялся другими делами, вы начинаете идти дальше. Как правило, у человека не так много возникает ситуаций там, принципиальных, да, в день, ну, может быть, от силы несколько, а есть очень простой принцип посчитать. Сколько раз можно столкнуться с негативной ситуацией. Предположим, вот с точки зрения Бога, да, Бог сколько раз должен себе был запланировать ситуацию, что-то преодолеть. Он един, и действие значит одно. Да, в интервал времени должно быть, в принципе, лучше единое какое-то действие. То есть, чем больше вы удлиняете интервал управления, тем проще управлять ситуацией на более благополучное и длительное будущее. И в управлении цветом это очень просто достигается. То есть отдаленный вариант, серебристая плоскость, идущая от вас, значит, она должна означать длительность события. В данном случае, чтобы зафиксировать длительность события сутки, например, да, нужно сделать контроль двух вспышек, где солнце дает яркий свет, ну то есть в всходе, да, хотя здесь можно вообще очень долгосрочно давать прогноз в цвете, двух бесконечный цвет тоже бесконечный. И поэтому вот аккумуляция, то есть сосредоточение на бесконечном факторе, это очень хороший уровень управления здесь. То есть каждое событие юстируется по бесконечному фактору, то есть мы можем сразу определить все следствия, как на карте просто. Вот любое движение событий сразу видно, идет, как вот лед раскалывается, идет сразу полоса, как вот движение кристалла, да, моментально видно, к чему приводит. И негативная структура, она именно имеет своеобразный даже звук, как трескает салют, предположим, да. А если структура управления такова, что позитивная, как правило, это просто без структуры восприятия слухового, просто распределение волн света. Поэтому здесь можно четко зафиксировать любое ответвление события с точки зрения бесконечного развития. Здесь бесконечно уже заведомо заложено, цвет имеет бесконечную структуру. Нам не нужно, как, например, в цифрах что-то тянуть, да, в структуру дополнительного управления. И вот здесь вот как раз я перешел уже к методу управления посредством звука. То есть постарайтесь слышать структуру так, чтобы неслышимое, то есть не отвлекающее, то, что не имеет звука, имело структуру информативного звука. Понятие слышать, это не слышать так, как, например, физическим слухом, а нужно делать таким образом, чтобы вы могли практически воспринимать управление таким образом, что вы понимаете, какой звук вы видите и фиксируете. Например, отдаленное будущее имеет какой-то один звук. Значит, там приближенное будущее другой звук. Там сутки имеет такой-то звук, предположим, некий, а неделя совсем другой. То есть звуковая фаза у вас считывается как информация. Но почему это именно звук? Потому что если вы рассматриваете, предположим, там словесное выражение, да, какое-то слово, то за словом стоит так называемый тонкий звук, откуда слово взялось. Звуковая форма слова. Не в виде сказанного слова, а первоначальный звук. Звук структура первоначального события. Вот в звуковой фазе главное в управлении это сохранять некую тишину, то есть спокойствие. Нет звуков, которые означают необходимость действия
Или же звук, например, той же тишины такой, что он означает необходимость все-таки среагировать. И вот управление здесь происходит следующим образом. Вам нужно, например, рассмотрев какую-то мелодию, любую, опознать ее не с точки зрения звука, а с точки зрения информации. При этом данная мелодия, любая, значит, она обладает некой такой зрительной памятью, даже некой структурой формы. Например, какая-то из мелодий обладает цветом и формой. Да? Вы рассматриваете, что вспоминаете, что у вас, например, в памяти есть какая-то мелодия, но и в звуковом уровне не воспроизводите. Вы просто понимаете, что эта информация означает эту мелодию. И управление означает следующее. Значит, сверхбыстро, то есть самая быстрая структура развития информации в виде оптики, в виде знаний, не суть важно, до вашего события означает структуру формирования звука события. Вот звук события нужно уметь слушать так, чтобы он мгновенно опознавался как позитивный звук. Надо понять, что есть позитивный звук для любого уровня события. Универсальность данной методики в том, что звук всегда одинаковый для позитивного статуса событий. Он не меняется. Событий может быть очень много, но позитивный статус, как бы радикальный, он всегда один и тот же. И поэтому надо научиться слышать звук позитивного события. То есть как бы та структура тишины, которая имеет данную вибрацию, да? данное свойство информации. То есть фактически это по сути естественное состояние человека, где он там например, не поет, ничего там не слышит, как скажем, не проговаривает и так далее. Это естественное состояние человека, который, например, там созерцает, что-то делает, но при этом он делает просто как управленец в условиях достаточно простых, то есть в условиях некой там тишины и все. То есть в данном случае управление такое, что оно достаточно обычное, просто вы учитесь в структуре, в общем-то, некого спектра оптического определять информацию, которая соответствует звуку, и этот звук управления держать. Так вот, чтобы этот звук переместился, например, на сутки вперед, то есть занял область, например, сутки, вам нужно сделать следующее действие. Окончание суток понижающий звук, да, какие-то, например, можно рассмотреть тона, где звук просто тише. Например, там вспомнить проигрыш на фоно, какой-то вариант такой очень простой. И начальный уровень тот же звук, но сделанный в начале действия. То есть он более насыщен. Увеличение спектра звука. Можно по спектру просто же определять. И дальше в этом спектральном уровне определите звуковые формы разницы в событиях, где есть норма. Например, там человек идет по тротуару, он споткнулся, он же издал звук реальный, да? Есть движение, есть его перемещение и есть действие. В мире все происходит в виде неких действий. Здесь нужно определить следующий уровень. Когда Бог создавал мир, как вообще слышал этот человек тогда? Он вообще до создания мог что-то слышать, например, да? До создания органа слуха, например. Вот здесь вот происходит уровень восприятия телом. То есть ваша тканевая система находится в каких-то звуковых системах и формах, и поэтому распределение, например, на сутки – это просто звук, который имеет больший спектр в текущее время. То есть сутки практически мгновенно опознается за счет просто повышения спектра, даже цветового спектра. Или меняется форма, как содержащий звук. На неделю там есть 3 фрагмента на 7 дней. То есть первичный и окончательный они равны в звуковой форме, а средние фактически двойное увеличение звука на информации. Звук можно, конечно, слушать, но это затягивает время, лучше не слушать. Лучше видеть звуковые системы. То есть воспринимать их как системы оптически означающие звук. Вот, значит, здесь очень просто управление почему дается, что мы фактически рассматриваем не само событие, да, а некую, в общем-то, систему признаков событий. Часто это даже как бы причина события, но при этом мы не работаем с событием, работаем с его звуковой формой. Получается. Поэтому уникальность соответствия событию совершенно очевидно. Мы
работаем с той средой, которая уже где-то реализовалась. То есть фактически мы можем влиять за счет того, что реализованные события в будущем, за счет изменения звуковой уже формы, двигаем в лучшую для нас сторону. И если мы видим, что событие, например, тем не менее там как-то пытается прогнуться как-то в структуру, где информативно-звуковая волна, скажем, не соответствующая, предположим, это может быть некий там скрежет при хорошей, причем форме, при хорошем цвете даже. Например, с точки зрения структуры вечности надо еще уметь не спутать. Этот золотистый цвет, он может быть цветом вечности, да, имеющий такой продолговатый монотонный звук, а есть цвет желтоватые оттенки, это принцип того, что есть некая там структура, которая требует обратить внимание. То есть здесь как бы получается, что некий постструктурный вид, скажем так, такого варианта золотистого цвета. Или, так скажем, варианта, может быть, даже золотистого цвета, но означающего то, что здесь нужно внедрить технологию вечного развития. Здесь вот детализация звуковых форм на зрении, да, на восприятии такова, что мы же фактически работаем без звука, мы ничего не проговариваем, мы не слушаем мелодии, потому что это долго. А нам нужно просто выявить уникальность каждого признака. И поэтому мы просто рассматриваем фактически информацию, соответствующую звуку. То есть учимся видеть информацию, соответствующую звуку события. И в частности мы переходим к конкретным признакам событий. Например, кто-то открыл дверь, да, там какой-то звонок раздался, там, входящую в дверь. То есть мы уже сразу опознаем, это одно и то же событие. Совпадение звука с звуком события дает событие сразу в понимании. И когда человек встречается с событийным уровнем, он уже на духовной сфере быстро познает структуру будущих событий, потому что он ранее это где-то слышал. Человек же может опознать мелодию. Соответственно, вот здесь принцип такой же самый. Вы сначала рассматриваете звуковую форму, так же как в мелодию, например, если хотите вы понять, которую вы не знаете, да? Такую задачу поставить. Но мелодия тоже событие. Значит, поэтому, если нам нужно эту мелодию понять, то получается, что мы должны видеть что-то за мелодией. А что мы видим за мелодией? Мы видим события. Кто-то ее там пропевает, люди движутся, из динамика льется эта мелодия и так далее. Да? То есть получается, что за мелодией мы видим события. Или, может быть, оно на Луне где-то там транслируется. Это не суть важно. Что-то происходит вокруг этой мелодии. И поэтому получается, что за звуком могут стоять конкретно события, и они стоят. Потому что в данном случае, так называемый, назовем там управляющий звук, это универсальная система сходимости всех событий. Вот, например, представь там звук вечности, как он выглядит, или там звук вообще всего мира. Что он себя представляет в точке концентрации? Там, например, там тишина, спокойствие, да? То есть опознается как звуковая форма, которая объединяет там любую систему звуков, то есть спокойствие, тишина и так далее. Есть разные системы опознания. Поэтому здесь нужно выявить просто на уровне неких детекторных систем, что является, как я сказал, если льется мелодия, то есть какие-то события. То же самое, если звук, есть события. И вот уже влияет на события через звук, в общем-то, можно, вводя во внутреннюю структуру формы звука и видоизменяя форму, уже влиять на само событие. Таким образом, следующий метод управления – это управление через форму. Форма отличается в управлении тем, что она имеет все-таки ограниченные какие-то характеристики, так же, как, предположим, там цифры конкретно прописываются, и поэтому, с одной стороны, проще управлять, с другой стороны, локальное действие всегда обозначает необходимость большей концентрации. То есть, если управление со звуком, например, да, или там с цветом, это все-таки система более простого, более адаптированного к обычному состоянию человека управления, то управление формой, например, или там числом все-таки в меньшей степени согласной формы, это все-таки концентрация, особая концентрация, то есть специальная концентрация. Поэтому первая задача в этом управлении – сконцентрироваться в области будущих событий. А для этого нужно событие выбрать. Основная задача выбора. Какое событие вы выберете. Вот есть программа партии, там, «Вечная жизнь», например. Событие хорошее, что оно означает? Вот какой-то конкретный участок информации. Надо свернуть форму.
как вот ковер сворачивается, или вы взяли там снеговика лепите, вот нужно слепить что-то конкретное. Это должно быть конкретно, что вы помните, что вы делали руками. Или вы наматывали леску, да, когда-то на катушку, или что-то в этом роде. Что-то вы должны делать руками. Или готовили пищу. То есть должно быть тактильное, конкретное ощущение. Значит, вот вы взяли и из выборки возможных событий слепили. То есть здесь вот как бы априорная зависимость двух систем. Действие — это и есть вечная жизнь, и вечная жизнь — это означает действие. То есть как бы неразрывная система. Вечно живущий Бог — это и есть всеобщее действие. Ну и так далее. То есть это есть принцип неразрывности действия. Форма содержит ведь само действие и саму форму. Да? Получается, что мы здесь должны очень четко сделать выборку за счет более как бы стандартных, ну, так скажем, консервативных процессов, более ранних. Ну, как бы то, что нам понятно, совершенно известно. Например, если эту задачу сделать в будущем, то она вообще выглядит по-другому. С точки зрения, например, следующего фрагмента будущего, нежели если ее сделать, например, в настоящем. То есть разница такая, что задача, которая делается в будущем, она в принципе другая в этом методе. Вот пытаться свернуть форму событий в текущем времени, это такая ситуация, что структуры света будут просто отражаться, например, от физического тела, и тогда придется ловить сегменты и пытаться что-то слепить, но физическое тело, ну как вот, рождается, например, элемент, да, какой-то мира, вечный причем, то получается, что постоянно идет рост и рождение. То есть вот здесь вот для Бога же все создается и одновременно, и причинно-следственно, поэтому весь мир одновременно все время создается. И пытаться слепить, например, форму текущего, это то занятие, которое приведет к расформированию формы. Потому что есть вы, который, ну, этот уровень управления есть единственный носитель формы. Бог, имеющий единую форму, он же все равно где-то в конкретном месте есть. И получается, что исходя из этого, вот можно в этом методе работать, кстати, только в будущем. Вот здесь очень важно, что именно с точки зрения задачи партии друг, управление идет только в будущем. То есть можно видеть, как по структуре работы, например, руками, да, вылепливание формы, так скажем, условно в кавычках, возможно, что можно видеть, что руки там, например, находятся в структуре будущей информации, физическое тело в текущем времени. Вот здесь очень важно видеть перемещение структуры управления вдоль тела. Иногда все тело уходит в структуру будущих событий, иногда, наоборот, в текущее время, тогда идет управление мыслью там, в будущее и так далее. То есть вот здесь важно видеть, от чего идет свечение. Собрать форму — это создать подобный уровень, да, управления. Человек, имеющий форму, создает форму, подобную себе, чтобы перевести форму в любую другую, например, в сферу. Ему нужно приложить структуру перехода сферы, например, собирательный образ. Это переход человека в следующий уровень, некая трансформация образа. Получается, что собирая форму, он и делает переход. То есть он сам себя вытягивает в позитивное будущее. Когда вы собираете форму, вы делаете переход. Человек готовит пищу, он делает обеспечение организма, например, питанием. Да? Переход тоже в будущие структуры управления. И поэтому получается, что здесь уровень управления он таков, что вам нужно, слепив форму в виде выборки событий, вот обратите внимание, форма лепится в виде выборки событий сразу. Вот здесь я как раз показываю некую такую узловую во многом точки. Значит, действия здесь такие, что сама узловая форма, она выглядит в виде концентрации различных систем. Там получается опять структура доступа такова, что вы начинаете больше думать будущим уровнем управления. А текущий уровень может означать структуру опять такую, что слова как бы обретают несколько часто иную форму, иное действие. Есть слова, идущие как уровень встречного плана управления, есть слова, идущие в будущий уровень управления. Здесь вот важно видеть, что словесная форма, она часто по-другому произносится. Вот, если посмотреть, в чем разница языков, да? Ну, у людей, у разных наций, национальностей, народностей, то, что, или даже диалектов. Если вот перевести всю, так скажем, систему преобразования одного языка в другой через понятие скорости, то
то будет видно, что это разница, означающая, как правило, с точки зрения, предположим, там, тоже математической модели, там, лингвистической модели, с точки зрения бесконечных образов. Есть такой подход, это структура развития в будущее. При этом любой язык может оказываться в структуре вперед другого на определенной дистанции будущего. То есть нет какого-то неравноправия. То есть все равно идет развитие в структуре выхода по дискретному значению языка. Звук меняет форму события. И получается, что здесь, как только вы собрали форму, то есть в данном методе вы на определенном расстоянии от себя, вот я как раз говорю о конкретной методологической части, это было больше объяснений сейчас по этому методу. То есть на конкретном расстоянии от себя, где выборка событий вам известна, то есть вы видите события, или вам нужно просто в виде задачи посмотреть на сутки вперед, там, на 10 дней вперед. Здесь вот как раз таки варьирование периодом любое, в этом преимущество данного метода, не нужно там только на сутки, может быть на несколько миллисекунд, может быть на там, 10 лет. Форма позволяет вытягивать любое событие очень точно. Вот взяли там сферу, переместили на 10 лет вперед, начиная с текущего дня, все, она зафиксировалась, это 10 лет, все. Траектория не меняется. И совершенно очевидно, что путь от вас в текущем времени, где нет никакой формы сформированной, как я сказал, да, не может быть возле вас сформированной формы в этом жестком понимании будущего. Вы же в настоящем времени находитесь. Настоящее жестко отделено. То в будущем эта форма имеет саму форму, соответственно, и некий след движения самой формы. И тогда получается, что мы, зафиксировав эту форму, как на проекции начинаем видетт следующее, что, во-первых, например, сфероидальная форма – это больше будущие события, сразу понятно. Чтобы перевести эти события на структуру будущих процессов, можно от этой формы просветить все, что происходит сейчас. И чем дальше вы форму заведете, тем точнее будет просвет. То есть стратегическое будущее часто находится в текущем событии. То есть, чтобы точно знать текущее событие или чуть дальше, да, идущего, нужно очень хорошо, получается, знать очень отдаленные события. Чем лучше вы знаете отдаленные события, то есть чем больше вы удаляете эту сферу, тем больше вы понимаете суть вещей, например, там, в завтрашнем дне, с точки зрения информации. То есть вам понятна суть, так же как опознание звука, но можно его не расшифровывать, этот вариант, если он вас не интересует. Вам понятно, идете дальше. А умение работать на структурах понимания. Если вдруг вы видите, что сфера, которая имеет цвет и освещает события перед вами, вдруг где-то замедлилось движение, значит здесь какая-то, возможно, проблема. Или даже не проблема, а вам просто нужно выполнять свою задачу, то есть нужно что-то сделать. Вот определение вот этого уровня управления, где вы конкретно показываете, что, например, нужно сделать, да, вот, в следующий день, то можно видеть связи с точки зрения вообще всей информации мира. Это очень важная здесь система управления в том плане, что сферу можно поставить очень далеко от себя, например, бесконечные события, а можно взять и другую сферу, такую же, просто поднять выше по вертикали, там, охватив все события мира с точки зрения своего действия. Сфера, которая дает свет из бесконечности, это что нужно сделать, а которая вертикально, когда нужно сделать. Пересечение двух сфер дает время, и вы начинаете видеть, вот, что вам нужно, если у вас там время вообще для какого-то события, при условии, что вот есть такая какая-то система объективной реальности. Да, тогда получается, что вы, например, вынуждены на нее реагировать как-то, и одновременно вы должны везде успеть. То есть еще есть метод оптимизации среди этих сфер. Можно еще в середине поставить, в точке там, пересечения, значит, возникает такая некая как бы крестообразная область, в начале координат поставить сферу оптимизации, тогда можно еще делать выборку. Но, как правило, на уровне духовного стремления, на уровне действия часто бывает достаточно каких-то именно элементов удаленной сферы, вертикальной, а крестообразность нужно при детализации. Много дел на слайд нужно принимать решения. Тогда возникает, вы дополнительно вставляете еще сферу свечения. В данном случае я говорю именно о сферах, то есть форма – это сфера в данном случае. Конкретная сфера имеет разный диаметр,
Там большой, маленький, не суть важно. Главное, что это сфера. Вы работаете только со сферой. И чтобы, предположим, работать с какой-то другой формой, в данном случае, вот вам нужно опознать события, и вы должны, например, на луче опознать. То есть форма там, бесконечного цилиндра, например, да? То нужно уметь сконвертировать или сферу, или структуру мышления в этот луч. Это достаточно иногда длительное занятие, например, там, занимает пусть даже не какие-то миллисекунды, но тем не менее нужно какое-то действие проделать. Вот от вашего действия до сферы это, например, один шаг, чтобы перейти в любую другую форму по задачам, например, партии групп, нужно тогда сделать конвертацию в любую другую форму более понятную. Например, там, в плоскость, да, или там бесконечный луч. Тогда получается принцип следующий. Он, кстати, очень универсальный и отличается от обычной геометрии. Соединение сферы бесконечной, ну хотя бы на одной границе, то есть та, которая по горизонтали от вас удалена, да, бесконечность, она видна, в принципе, она не где-то бесконечно находится. Она находится просто очень далеко, и это может означать бесконечное управление. С вертикальной сферы соединение на скорости очень высокой дает плоскость. На скорости, например, средней, так скажем, да, когда они медленно начинают соединяться, дают бесконечные лучи. А уже соединение плоскости и луча в любой точке управления можно рисовать любую фигуру. То есть здесь важно запомнить очень простую технологическую вещь. Представить эти две сферы, и если они быстро соединились на уровне духовного вашего мгновенного действия, как вот вы мыслите, вы же часто мыслите мгновенно, происходят какие-то фрагменты мышления. То же самое, взяли две сферы, соединились, все, получили плоскость, например. И я думаю, что здесь вот как раз соединившись на уровне там, быстрого действия или там, медленного действия, уже дальше вы просто рисуете на плоскости. И вот можно нарисовать тогда любое событие. То есть два действия сферы и лучом рисуете что угодно на плоскости. Тогда получается проекция события, а событие просто-навсего отсюда вы нарисовали какое-то событие, поняли, что за событие, лучом нарисовали, причем лучше бесконечной частью рисовать, лучше та, которая заканчивается, держать как бы в руке, да, или там мысленно фиксировать, откуда идет вообще свет. И рисовать лучше не со стороны от себя, а с внутренней стороны плоскости. Тогда событию легче сформироваться, как бы событие переходит на структуру внешней плоскости и фиксируется. Вот фиксированная часть события такова, что существует событие при любом сочетании между событий, позитивное. Таким образом вы уже делаете любую форму. Здесь нет ограничений. Но можно работать просто на высокой скорости, просто со сферами, а дальше вы переходите уже на рисование. Но когда вы рисуете, то в принципе можно увидеть, что вы, например, мысленно можете что-то проговорить, да, словом, там какое-то событие. Вот воспроизведение слов, например, со светоформы. Это один из методов организации конкретно словесной фазы управления. То есть следующий метод управления словом, и данный метод таков, что вы сначала слово выделяете из информации, нужное для вас. А для того, чтобы слово выделить, нужно, чтобы слово не означало отрицательную информацию, или как бы крайне отрицательную, или ту информацию, которую нельзя видоизменить в лучшую сторону. То есть самое главное, чтобы слово было таким, что вы начинаете двигать управление сразу в сторону, так скажем, возможности получить готовое позитивное слово. Поэтому вы должны уметь в управлении словом фактически сначала опознать слово, именно такое, которое в данном нужном событии означает именно позитивное действие. Причем в коллективном понимании, да, в коллективном действии. Например, в структуре управления, если мы, предположим, рассматриваем задачу, скажем так, есть задача всеобщего воскрешения в программе партии групп. Слово, например, вечная жизнь как раз подразумевает наличие этого фрагмента. То есть умение менять одно слово на другое получается. И тогда мы должны здесь исходить из того, что любое слово очень динамично, и мы можем, вообще говоря, найти синоним, да, этого слова. То есть мы можем выявить управление так. То есть, например, вам нужно узнать будущее. Вы берете, просто ставите, что нужно
иметь там хорошее будущее в этой точке дня или в этот день. То есть вам нужно там, например, на такое-то число иметь позитивные события. Просто проговариваете это предложение, вытягиваете в точку лучше всего максимально удаленную, чтобы свет от этого предложения озарял как бы область будущих событий, мысленно представляете область. А дальше уже начинаете варьировать, делать выборку из событий, получая нужные слова для реализации. То есть верхняя система замкнута, и вы получаете всю внутреннюю подструктуру, чтобы это выполнялось в виде позитивных слов. Если слова негативные возникают, соответственно, вы делаете управление от себя, то есть стараетесь негативную фазу отодвинуть, и слова, которые негативные, можно заменять просто на позитивные, и просто механически. Берете, ставите мысленно произносите слово позитивное, и работать с словами очень полезно, так как она, кстати, позволяет описать и смоделировать управление любое. Вам надо просто в нужную точку пространства и времени проговорить нужные слова. Вот и все. При этом изначально растянув предложение одно универсальное, там, сделав или концентрацию позитивную, или просто проговорив слова, что все благоприятно, положительно, например, там, на миллион лет вперед, или там, на день вперед, на 10 лет вперед. И уже в этом периоде под этой структурой работать. Стараться нужно, чтобы структура фиксированно держалась и не было бы слишком сильной вибрации. То есть слово одновременно контролировать на оптике, как бы верхняя система управления, а все другое описывать, менять, моделировать, проговаривать. Как правило, времени особого нет у человека, то достаточно хотя бы видеть, что нужная группа слов там существует. Например, однозначно слово, что все позитивно. Вот много событий, в конечном итоге там все положительно. То есть фиксируйте одно слово, и от него уже дальше все понятно. Да? Вот на этом я заканчиваю эту часть образовательного курса для партии «Друг». Ну, в целом это прогнозное управление в области политики. И здесь необходимо практически методологически очень просто и доступно, чтобы эта система знаний была понятна, приемлема, и чтобы лучше даже, чтобы фиксировалась результативность, буквально там брались листки бумаги, строилась с левой стороны задачи, с правой стороны выполнения, контроль будущего, чтобы это все было объективно, человек видел, что он реально видит будущее, что он реально управляет будущим. То есть это должно быть прямо вот расписано, как обычное свидетельство, в документальном типе, тогда будет проще. Ну, вести какой-то дневник по возможности. Это не жесткая рекомендация, но надо рекомендовать людям либо запоминать, либо как-то иногда отмечать буквально штрихами. На этом все. Спасибо большое за внимание. Я бы хотел, чтобы эта часть была, конечно, более в будущем, что ли, четко проявлена. Поэтому с учетом первых двух, да, вот этих фундаментальных больше частей, было 2 лекции первой, сейчас 3. То есть этот курс, в принципе, уже законченный. 3 лекции. Потом еще будут 2 добавлены, примерно недели через 2. Значит, этих первых двух, для того, чтобы как бы конспективно где-то отразить какие-то фундаментальные основы именно в политической программе партии «Друг», вполне достаточно. Основная задача управления считать, что событие может быть многозначным, и надо уметь просто видеть события, не логически анализируя. Вот задача управления дать человеку возможность видеть события, как они будут, да, или уметь, значит, не просто там, конечно, видеть, а дать управлять человеку, но все-таки, чтобы логический фактор был фактором лучше всего следующим. То есть логика, конечно, сохранена, но если человек едет в метро, он точно не может знать, кто там через 10 вагонов его встретит. Нам нужно, чтобы член партии это знал. И как я сказал, что нужно, чтобы каждый человек, который встречает, вот это очень важно, некий негативный персонаж, чтобы получал сразу всю информацию о персонаже, вплоть до любых деталей. Там, самых, как бы, может быть, на уровне там, микросистем, но знал точную характеристику любого негативного персонажа. Значит, во-первых, чем больше человек знает о негативном персонаже, тем меньше возможности действий для данного персонажа. Значит, а во-вторых, нам нужно еще прогнозировать, то есть знать, что этот негативный персонаж сделает нам в будущем, возможно, да? Насколько это нам приемлемо, насколько нам для политической деятельности это надо вообще. Может быть, нам для политической деятельности не нужен негативный характер действий. А поэтому мы должны здесь выбирать. Как я сказал, там при небольших средствах мы можем использовать отрицательную рекламу для рекламы, при хороших средствах нам не нужна отрицательная реклама. Мы сами вкладываем, и у нас только позитивная информация.
Поэтому здесь надо выбирать, что в политике, да, важнее, например. Ну, вообще, в лучшем случае, я считаю, управление, если, ну, скажем так, готовить общество, ну, даже то, которое не читает позитивных статей, там, да, например, а больше пользуется негативизмом, есть такая аналитика в исследовании, больше как бы психологии восприятия, что человек учит все время преодолевать некий негативный аспект, поэтому общество больше реагирует на негативную структуру, начинает их изучать. И тогда надо менять коллективное сознание на уровне позитивных систем сразу лучше. И стараться по возможности в меньшей степени применять управление через возможность там, где-то прохождения информации как негативной. То есть это как пожелание, не всегда, конечно, такое, ну, как бы происходит, потому что, как я сказал, вот задача, универсальная задача партии, вдруг, да, в другой стране, это та же самая задача, что любой человек, имеющий или там не имеющий никакого там финансового капитала, вообще никакого, должен создать партию и взять власть. Тогда он должен что сделать? Нужно что-то такое сказать, что привлечет внимание. Чтобы было позитивное внимание, как правило, в любой стране требуется оплата. А для негативного внимания оплаты не требуется. Значит, поэтому он часто вынужден делать какое-то заявление, например, там, запрет смерти. Все. И на него начинают сразу бросаться разные СМИ там, и так далее. И тогда получается, что вот пошла волна, да? При этом, как ни парадоксально звучит иногда, что действительно позитивное такое предложение людям делается, они пытаются протестовать. Ну, в общем, здесь такой вот парадокс, может быть, коллективного сознания. Значит, я думаю, что здесь, в общем, может быть, здесь может быть, следует объяснить тонко, что технология позволяет найти нужную структуру событий и, например, там, оздоровиться, омолодиться. Может быть, они знают 3 элементарных вещей. Что прогностическое видение позволяет все-таки выбрать, значит, человек больше, да, как бы защищен, больше адаптирован. А если он развивает видение вперед, например, там, до 100%, то он вообще 100% защищен. При любом даже складе каких-то, ну, может быть, даже, казалось бы, негативных событий. Значит, а если он еще умеет там оздоравливаться и омолаживаться, то все, вопрос вечности решен фактически. Ничего сложного не предлагается. Как бы, но, в принципе, если он, предположим, ну, там, внешний наблюдатель не считает, что это возможно, там, например, вечное развитие, а какое-то делается заявление, ну, может быть, типовое, не обязательно только там запрет смерти, но что-то подобное. Вот привлекается внимание. Тогда дальше возникает задача, вот, например, выйти на уже позитивный толк. Как правило, здесь используются возможности самой же технологии. То есть возможность прогностики, возможность показать людям, что технология работает позитивно, конкретно там, и направлена на благо людей, и тогда противоборческим силам, ну, сложнее становится бороться. Значит, и я думаю, что вот на этой волне уже выход дальше будет прямой. А для любой избирательной кампании как раз хорошо показать, что вот сначала поле, ну, такое как бы вроде как негативное, а потом все лучше и лучше, и к моменту избрания уже человек совершенно должен быть, ну, настолько как бы благоприятно, да, представлен в СМИ там, и так далее, восприятие людей, что совершенно очевидно, что человек своим собственным трудом, своими собственными там какими-то действиями конкретными, значит, да, пришел к тому, что да, вот эта партия там лидирует в стране, он берет власть и так далее. Вот поэтому здесь, вот если нет некого уровня развития, возникает некое недоверие, откуда вообще он взялся. Тоже. Но единственное, что элемент слишком какого-то большого негативизма, конечно, нужно пресекать. То есть тоже нужно, чтобы умеренный негативизм какой-то был, чтобы он был, ну, по возможности умереннее, хотя в разных странах это правда. В христианстве, кстати, у нас ситуация, она, вообще говоря, попроще, я считаю, потому что там, в тех странах, где больше развито христианство, именно вера в жизнь вечную, она более расширена, поэтому здесь получается, что все-таки ситуация проще. В других странах, возможно, сложнее. Но тогда, получается, там может быть негативизм выше, да, тогда к этому надо заранее готовиться. Переводить на местные структурные уровни, религиозные, там, клановые и так далее, и так далее. Может быть, объяснять какую-то прагматическую больше сторону этого явления, там, вечного развития, больше полезности какой-то, там, экономической и прочее, прочее.
У нас можно все сделать на духовном уровне, на уровне веры, например, да, а там может быть больше прагматически. Поэтому здесь получается, что небольшая детализация, а все делают одно и то же дело, вечно живут. Все. Поэтому здесь я думаю, что вот этот вариант распространения, он такой, что мы вынуждены понимать, что работая в какой-то одной стране, например, там, в России в данном случае, да, мы, конечно, должны обязательно думать о всех странах, о том, что это технология общечеловеческая, и стараться все время понимать, почему мы как-то спектр событий ведем куда-то вот очень, ну, какие-то такие более обобщенные системы, да? Почему мы не идем больше своим частным путем? Можно же взять там, например, там, сделать ну, именно ту прогнозию, которая совершенно индивидуально там, вытащит страну к быстрому достижению управления, но тогда как другие страны. Вот здесь вот важно думать, что мы идем общечеловеческим путем, тем путем, которым может идти любой человек, вообще любой. Это очень важно понимать. Поэтому где-то мы идем так, что, понимая это, делаем просто больше работы в единицу времени, чем если бы идти просто индивидуальным путем. Но мы это делаем сознательно, поэтому нужно мыслить системно и думать всегда о тех, кто, например, должен сделать то же самое, но, например, в другой стране, в других условиях или там, в другом времени. Вот поэтому общая системность предполагает и подразумевает вот такое движение. Иногда может быть специально направлено на то, чтобы где-то смоделировать более обобщенный процесс. Значит, или рассмотреть весь универсализм ситуаций, которые могут возникнуть, да, в тех или иных событиях. Универсализм ситуации очень простой, люди могут принимать любые решения, да, любые действия, надо понимать, что в этом случае как человек должен поступать и так далее, и так далее. Главное, чтобы любое решение, кто бы какое ни принимал, они только лишь от этого становились более вечными, и все. Сами технологии, они, конечно, осознательно осваивают, да, и становятся вечно технологически. А те, кто действует против, тоже должны от этого получать какой-то уровень знаний, который их же ведет к вечному развитию. То есть тоже надо думать о негативной стороне, с этой стороны обязательно, ни с какой другой. Поэтому здесь важно вот эту позицию держать. Ну, и любой управленец, по моему учению, он и держит эту позицию, но нужно еще сюда добавлять управление. Вот, в принципе, в основном то, что на текущее время достаточно, сейчас, я думаю, есть смысл просто уже дальше отработать, например, на конкретной практике. То есть, ну, лучше всего прямо выписать, основные элементы создать в виде блоков лекций. Причем можно прям коротко в виде 3 лекций это делать, можно даже соединять в одну в виде некой концепции и методологии. Такой конспект сделать на 1 лекцию, там, на 3 лекции или там, на 2. А потом еще будет добавлено еще 2, тоже там можно будет раскладывать, как мы захотим. Дальше будут еще вопросы и ответы после этих 3 лекций. Потом будут добавлены, как я сказал, 2. Потом уже будет смоделирован курс, который будет практически, ну, более универсальным, так скажем, на текущее время. Тоже, который будет состоять или из 1 лекции, или из 2, в общем, любое количество до 5. Лучше больше 5 не переходить. То есть есть простое правило. Либо 1 лекция, это есть 1 лекция, сказанная, например, там 55 минут на видеозапись. Это и есть лекция, да? Самый такой простой путь. Либо, ну хотя это может быть, реально говоря, не 55 минут, может быть 2 часа, может быть полчаса. Не обязательно 55 минут, конечно. Поэтому речь идет просто о плане образовательном. В данном случае речь идет о том, что каждый себе строит свои часы. Например, 55 минут преподает 2 часа. А другой человек 55 минут преподает полчаса, например. Тоже допустимо. И поэтому здесь важно как бы выработать личную концепцию, ну, просто фактически там изучить, в управленческом варианте пересказать, и все. Вот готова концепция. Дальше задача отслеживания, осваивания, то есть как осваивают ученики, и, конечно, результативность. Контроль результативности – это основная задача. Потому что прогностическое управление в условиях быстрой смены информации очень иногда, да, может быть даже однозначно полезная вещь, то есть только этим управлением может добиться реальности часто в какой-то позиции управления. И поэтому все члены партии должны быть теми прогностиками, которые точно знают будущее. Мы к этому и приведем. Поэтому требование будет очень простое.
даже управляющее будущее понятно, да? Но оно все-таки более точное. Управляющее будущее более точное, чем там какое-то стандартное, например, там, в плане жестких систем, там, технических систем, например. Важно, чтобы надо уметь еще выработать систему неких экзаменационных, может быть, не в виде там оценок, но критериев, как человек поступает правильно. Если он что-то видит, принимает решение, он просто жестко видит и, например, там, лишь бы это зафиксировать, ничего больше не делать. Да? Тоже неправильно, если это негативно что-то в виде действия. Значит, лучше, если он, может быть, видит события не так уж, как в кино, явно, да, но зато у него лучше событийное управление. Прогностическое управление – это все-таки и точное видение меняющейся картины, и умение создать образ. Вот Бог создает каждый образ нарастающим образом. То есть надо уметь еще критериально оценивать точность. Хотя совершенно конкретным уровнем будет часто являться точное прогнозирование с учетом, как я сказал, социальных в современных факторов. Совершенно точно прогнозику могут сказать, что содействие там, террору, предположим, да, сообщник. А очень отдаленный тоже не очень хорошо. То есть вот как бы нужно еще уметь варьировать, в каких системах можно точно говорить, в каких нельзя в социальном мире. Где его как прогностика, которая спасает систему, а значит борется с какими-то силами, которые внедрены, да, в систему, чтобы не обвинили там, в соучастии и так далее, и так далее. Тоже надо сразу инструктаж проводить, потому что очень многим полетной практике, особенно пилоты, они буквально в 3 дня учатся. Моментально начинают видеть день, там, 2, неделю, и потом, по технике это проще, и за это следственные органы не спросят, если все совпадает. А в социальных процессах могут спросить. И есть люди эмоционально очень выраженные, скажем, ярко выраженные, которые могут не держать этой информации, начинать говорить прямо вот буквально, и все. Совпадет 2-3 уровня. Там уже придется управлять, чтобы его просто не считали соучастником. Вот поэтому здесь очень важно всем говорить, что да, работайте, но задача управления, тот, кто работает, должен быть, естественно, абсолютно свободен, он не должен при каких условиях там, преследоваться правоохранительными органами с этой точки зрения. Вообще ни с какой. Смысл управления в том и есть, чтобы обходить, то есть уметь сделать так, чтобы преследование со стороны этих органов не достигало результата. Да? А то, что преследование логической системы себя защищает, но задача все-таки деприватизацию, все равно преследование они как-то должны инициировать. И получается, что в этих условиях нужно обходить управление. Преследование может быть разного типа, толка, внешняя система, внутренняя система, кто раньше работал, кто хорошо даже работал, но как бы умение раздифференцировать хороший результат. То есть имеется в виду, что не обязательно, кто хорошо проработал, он должен быть на нашей стороне. Надо быть внимательнее. Мы же работаем не только ради технологий, мы работаем и за политические цели. И хорошо рабочий человек может не придерживаться этих целей. Поэтому он может, единственное, что он может, не будут срабатывать технологии против нас, это точно. То есть это ему ничего не даст. Работать против нас нашими технологиями нельзя. А любые другие технологии, это уже, как говорится, для нас, я считаю, не проблема. Потому что мы работаем ради всех людей. И если будут применяться против людей технологии, тогда эти люди попадают в обычный разряд противодействующих, а это для нас не проблема. И поэтому получается, что я считаю, что задача управления такая, что чтобы человек был свободен, гармоничен, чувствовал по возможности лучше всего, чтобы комфортно все-таки, да, разные ситуации, там АЭС, еще что-то бывает сложное, но лучше всего еще вводить систему быстрого привыкания. Как только человек начинает видеть будущее, самый лучший вариант, чтобы он быстро привык, кстати, к этой сфере деятельности, как можно точнее видеть хорошие фрагменты будущего, чтобы он туда попадал. Там буквально 2-3 опыта, он сразу привыкает к тому, что можно видеть будущее и ничего уже не опасается. Это просто полетные практики в большей степени, или там по работе в МЧС. Вот. Так что, собственно говоря, вытягивание в будущее — это одновременно очень хорошая практика. Надо тоже иметь в виду. Значит, по еще методам передачи информации, можно эти же системы передавать за счет внешнего универсального управления. Тоже можно подводить сферы и так далее. То есть информацию вкладывать в блоки, передавать нам на правую руку, например.
и так далее. То есть здесь имеется в виду, что есть разные концепции, можно передавать лекцию, даете лекцию, например, сферу радиусом там, 5 сантиметров, она увеличивается и передаете со стороны там, второго шейного отдела человека. Просто берете и переводите и ставите, он потихоньку ее там как бы впитывает, если хочет. То есть надо еще просто механическими средствами передачи информации. Я там написал там про цвет, это сфера такая, 5 методов, например, 5 сфер, да. Взяли по одной, потихонечку, перед началом лекции раздали всем. Они сначала все узнали, потом на словах то же самое продиктовали. И в принципе, правда единственное, они часто неравномерно их как бы используют сферы. Для равномерности лучше давать, что такое равномерность, да? Например, эквилибрист, он равномерен, если у него в 2 руках управления, там 2 шара. То же самое используется там, предложим, механические принципы равномерности вестибулярного аппарата, устойчивость, когда там берете в правую руку, потом влево, вы еще даете на сферу в районе шеи. И немного двигаете. И вот он начинает, тот, кто не может освоить быстро, начинает равномернее, так скажем, осваивать, когда он еще имеет в левой руке сферу. Но это исключение обычно из зала, там 3 человека, 1-2 человека. Вот поэтому здесь, в принципе, нужно просто пользоваться какими-то, может быть, дополнительными еще средствами, для интенсификации, да, управления. Вот. В основном все. Единственное, что есть такой момент на будущее, если что-то происходит, где-то происходит давление таких учеников, надо лучше всего это сразу скрывать на будущее. То есть дать рекомендации, подготовить какие-то там сайты, на каком-нибудь там уровне нейтрального абонирования сайтов. Есть нейтральные сайты, где абонент не прописывается там, в виде характеристик фирмы, там, паспорт свой не вписывает. И работать через сайты, говоря, что вот он видит такую-то информацию. Вот он считает, что то-то, то-то, то-то. То есть открыто, гласно работать. Все равно действие направлено для людей, и это будет постраховывать. Вот гласность очень жестко будет быстренько все реструктурировать негативное. Потому что я считаю, что так как все направлено на спасение людей, своевременная гласность очень полезна. Вот. Я думаю, на сегодня в основном все. Вот насчет вопросов, может быть, даже есть смысл их как-то подготовить, там, выписать, аккуратно посмотреть, хотя если выпишите, потом сразу ответы появляются. Что-то обсудить, продумать. Это тогда недельки через 2. Может быть, если получится раньше, я скажу, тогда поуправляем, не через 10, если будет нужно. Можно вопросы не писать, лучше даже держать в памяти на текущее время, чтобы не фиксировать информацию. Уже пришли, тогда спросили. В качестве практики использовать какие-то уже конкретные лекции, конкретные вопросы у слушателей. Если, может быть, часто, что там 1, 2, 3 каких-то организационных вопросов, если есть, так в целом просто надо лекцией заниматься и все.